31 июля 1997 года авиалайнер McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании FedEx выполнял регулярный грузовой рейс 14 по маршруту Сингапур, Пенанг, Тайбэй, Анкоридж, Ньюарк. Друзья, поддержите наш канал, подписавшись на него, а также становитесь спонсорами и получите крутые бонусы. Все детали в описании под видео. Полет от Анкориджа до Ньюарка проходил на высоте 10 050 метров без отклонений. На борту лайнера находились 2 пилота и 3 пассажира, один из которых сидел в кабине пилотов на откидном сиденье. Продолжительность данного полета обычно составляла 6 часов 38 минут, но благодаря попутному ветру, скорость которого на эшелоне достигала 23 метров в секунду, продолжительность полета сократилась на 47 минут и составила 5 часов 51 минуту. В 1 час 2 минуты Бостонский диспетчерский центр управления воздушным движением дал указание рейсу 14 снижаться и занимать высоту 5500 метров. Получив информацию, командир и второй пилот начали обсуждать условия подхода и посадки на взлетно-посадочную полосу 22 левая. Стоит отметить, что полоса 22 левая на 335 метров короче полосы 22 правой, которая в этот день была закрыта на ремонт, чем пилоты были обеспокоены. Также самолет вылетел с одним неработающим реверсом тяги на левом двигателе. К этому в журнале технического обслуживания самолета были записи, когда автоматические тормоза не срабатывали во время посадки. Все эти факторы крайне обеспокоили экипаж. Используя бортовой компьютер, второй пилот определил, что тормозной путь самолета при использовании автоматических тормозов средней интенсивности будет составлять примерно 1850 метров. Затем второй пилот сравнил приблизительную посадочную дистанцию для торможения с дистанцией приземления после глиссады, указанной в таблице захода на посадку по приборам, что составляло 2100 метров. По расчетам, торможение средней интенсивности обеспечивало запас хода 250 метров после остановки. Затем второй пилот сравнил приблизительную посадочную дистанцию для максимального торможения 1540 метров с той же дистанцией приземления после посадки в 2100 метров. По расчетам, при максимальной интенсивности торможение обеспечивало запас после остановки 560 метров. На основе этих расчетов второй пилот предложил использовать автоматические тормоза максимальной интенсивности, в связи с чем командир попросил второго пилота, чтобы тот предупредил пассажиров о том, что торможение будет резким. Также в ходе обсуждения пилоты договорились попытаться выполнить приземление в самом начале взлетно-посадочной полосы. В течение подхода командир дважды просил второго пилота напомнить ему использовать только реверсы тяги второго и третьего двигателей. Также командир отметил, что левая посадочная фара не работает. В 1 час 29 минут диспетчер дал разрешение на посадку и предупредил о наземном ветре курсом 250 градусов и скоростью 2,5 метра в секунду. Во время выполнения контрольной карты перед посадкой второй пилот напомнил максимальные тормоза, если они работают. Далее командир подтвердил, шасси выпущены, горят все 4 зеленых индикатора и дал команду выпустить закрылки на 50 градусов. В 1 час 30 минут при высоте полета 365 метров командир отключил автопилот и продолжил выполнять посадку в ручном режиме. По данным бортового самописца, заход на посадку осуществлялся по глиссаде и курсовому радиомаяку до приземления. Скорость самолета при этом составляла 292 км в час. В 1 час 32 минуты второй пилот сообщил о высоте принятия решения. Командир продолжил выполнять посадку. Через 10 секунд второй пилот крикнул «Задействовать воздушные тормоза на максимум». В 1 час 32 минуты рейс 14 коснулся полосы, но сразу отскочил вверх. Пролетев несколько секунд, самолет коснулся полосы второй раз. При этом речевой самописец зафиксировал увеличение оборотов двигателей, а командир со вторым пилотом тут же начали материться.
после чего раздался звук рвущегося металла. По данным параметрического самописца, буквально за секунду до первого касания на высоте 5 метров и при скорости 281 км в час лайнер опустил нос. После первого касания полосы лайнер приподнял нос и вновь поднялся в воздух на высоту 1,5 метра, а затем перешел в снижение и вновь коснулся полосы с небольшим правым креном. Через несколько секунд после второго касания на правой стойке шасси лопнули шины, и она подломилась. Рейс 14 завалился вправо, после чего правая плоскость крыла врезалась в землю. Вылетевший с полосы вправо самолет перевернулся и загорелся. Оба пилота и все 3 пассажира выжили и успели эвакуироваться. Оценочная стоимость лайнера составляла $112 миллионов. Взлетная полоса также была повреждена, стоимость ее ремонта обошлось примерно в $500 тысяч. Расследование причин аварии рейса FedEx-14 проводил Национальный совет по безопасности на транспорте. Окончательный отчет расследования был опубликован 25 июля 2000 года. Согласно отчету, виновником аварии был назван командир экипажа, который чрезмерно активно начал управлять лайнером на финальном этапе захода на посадку. Из-за этого балансировка самолета оказалась нарушена. Также ошибочным решением являлось продолжить посадку. Способствовало аварии и то обстоятельство, что посадка выполнялась на полосу средней длины, а потому экипаж старался выполнить касание как можно ближе к торцу, чтобы иметь больший запас полосы на остановку. За свою роль в аварии командир был уволен из авиакомпании FedEx 30 октября 2000 года. Однако профсоюз пилотов авиакомпании FedEx раскритиковал это решение и объявил, что подаст апелляцию, сославшись на то, что авария была вызвана недостатками конструкции самолета. Смотрите также. 4 июля 2000 года в аэропорту Салоники произошла авария авиалайнера Ту-154Б венгерской авиакомпании Малев, выполнявшего рейс 262 по маршруту Будапешт-Салоники. Авиалайнер произвел посадку с убранными шасси. Несмотря на полученные повреждения, самолет затем выполнил взлет и через 16 минут благополучно совершил посадку.